Оно черный экран должно быть и должен пройти. Полчаса. Нет, оно не пошло. Здрасте всем. Вот с внуком решили мы сделать экраны на Тесле. Благо есть у нас в Харькове хлопцы, которые могут переклеить экраны. У Эсок это проблема по экранам. Как вам видно, у меня и такой экран потек, и центральный потек. Мироха, будем делать экраны? Да. Да, молодец. Ну что, для начала мы с вами снимем клемму, обесточим машину. Вон там у меня клемма аккумулятора. Сейчас все это сделаем. Без внука я бы вообще не смог справиться. Ну ничего, сделаем. Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Вот с этого угла вам будет хорошо видно, как потек экран. И второй. Сейчас будем снимать. Начинаем вот с этих панелей. И дальше добираться до крепления экрана. Итак, разбираем помаленьку. Чтобы снять центральную часть, нужно здесь и маленькую поснимать. Там, кстати, будут дополнительные болты, скрытые вот этим чехлом для руля. Поэтому смотрите повнимательней. Также у меня этот экран потекший, так что повезу и один, и второй. Хлопцы еще подогнали один экран. В общем, будем пробовать. Пускай мастера попробуют на одном, а дальше уже, дай бог, все получится. Аналогично они это все делали. Ну вот, хотят еще на Тесле это все закрепить. Продолжаем разборку. Вот уже почти добрались мы. Поснимали эту сторону. Ту сторону уже все подготовили. Сейчас сниму. И хочу сразу... Есть у меня один экран, который мне прислали. Вместо этого подкину, чтобы тот засветился, что он рабочий. И будем возить. Пробовать на восстановление. Мне очень интересна эта тема, потому что она очень актуальная по Tesla Мэскам. Это нужно как-то решать. Продолжаем. И вот открутили мы монитор. Как вам видно, сколько там разъемов. Все это нужно сейчас подстегивать и вытащить весь блок целиком. Доступ очень удобный, хлопцы, очень. Снял я монитор. Сейчас будем снимать сам экран. Для этого нужно тут по периметру пооткручивать. Также есть боковые крепежи. Ну, в процессе сами все поймете. Итак, вот мой старый дисплей. Сейчас я это все отсоединил. Поставлю второй еще один монитор, который дали для всех этих экспериментов. Убедимся, что он рабочий, а просто потек. И будем готовить все для доставки в мастерскую. Итак, хлопцы, смотрите, поставил я второй монитор, который дали тоже под восстановление. Подсоединил его. Сейчас буду накидывать массу и будем с вами смотреть, засветится он или нет. Он, как вам видно, в верхней части он у нас потекший. Пошли первые бульбашки, и их уже не остановить. Ну что, пробуем накидывать массу. Пацаны, чуть-чуть только что жидким дал. В общем, накинул массу, открыл машину, сел. Сижу тут пару минут, отпускаю, давлю на газ, ей все равно. Тишина. Ну вот засветился здесь центральный монитор. Этот еще пока тишина. В общем, короче, ждем. Как-то долго она просыпается. Я хоть все там подсоединил.
Так, наверное, вот этот мониторчик я еще что-то не подсоединил. Ну, на этом посмотрим. Яркость от него не хочет работать. Тишина. Так, сейчас я, наверное, посмотрю, что я там не подсоединил, и дальше проверим. О, блин. Так, хлопцы, в общем, разобрал я еще раз экран, посмотрел, не нашел ничего такого, но тачпад что-то не хочет работать. В общем, сейчас повезу хлопцам, они занимаются как раз ремонтами, телефоном, радиотехники, может что-то подскажут. И заодно сейчас буду пробовать снимать вот этот экран, тоже им отвезу. Пока что-то я чуть-чуть расстроен. Ну ничего, будем пробовать. И вот продолжение темы ремонта экранов. Короче, пацаны, получилась такая у меня ситуация, непонятно чего. Перестали работать тачскрины. И причем на 4 мониторах. Экранах точнее. А материнка, основная плата, все одно. Сейчас взяли донора, будем пробовать. Перекидываем. И будем искать, в чем у нас проблема. Шлейф, не шлейф, план. План, говорю, плата. Не по плану как-то оно пошло. Ну ничего. Будем пробовать. Пока хлопцы занимаются экранами, купил я стопак. Видите, какой он у меня в жизни повидавший. Машина обесточена. Сзади в багажнике снимается вот такая заглушка. И здесь есть тросик. Потянули, открыли багажник. Машина обесточена. Сейчас будем снимать всю эту обшивку заднего багажника. Начинаем, кстати, сверху. И после этого будем добираться до самого стопака. По снятию, смотрите, с самого верха начинаем. Здесь у нас андапки расположены вот так. И нужно тянуть вниз. Вниз тянете смело. А здесь боковые, их нужно тянуть вовнутрь стекла, внутрь машины. Сейчас будем снимать задний пластик. Здесь у нас есть болтики, шурупики. После чего продолжим снятие. Отсоединили мы подшивку, обшивку задней ляды. Сейчас подсоединяем здесь динамики, подсветку. Уже видно, что нужно 4 андапки. Полетели и будем добираться до нашего стопака. Снял свой стопак. Вот так он выглядит. Сейчас будем ставить вот этот. Сейчас я вам покажу, какие там нюансы при снятии. Все будет видно. Вот когда снимал, вот этот молдинг, конечно, сильно мешает. Пришлось здесь вот эти болты крепления стопака открутить. А изнутри, надеюсь, вам будет видно, есть вот такие вот защелки андапки. Получилось одну отсоединить, чуть-чуть отжать. И вроде стало все на место. Сейчас будем ставить назад стопак. Собрал все до кучи. Как говорится, шикарный вид. Не бита, не крашена. Девочка ездила. Нормально стопаки стали. В общем, ждем экранов. Так, пацаны, сделали маленький экран. Я надеюсь, вам видно. Сейчас попробуем тут как бы тенек сделать. Все шикарно. Никаких потеков. Яркость, все отлично. Сейчас будем заниматься вторым экраном большим. Пока мне все нравится. Ну и вот, хлопцы, наконец-то поприезжали экраны. Все восстановленные. Все нормалек.
Сейчас вам покажу, уже поставил. Не стал это снимать. Но, в принципе, было предыдущее видео. Главное, что работает. Качество на данный момент мне нравится. Ну вот, экран это экранами, но смотрите, какая у меня ситуация. Машина где-то 4-5 месяцев постояла. Были куча обновлений всяких. И вот у меня вот такая загрузка обновления. Ничего не хочет идти. Сейчас Андрюха попробует сделать редеплойд. Мы готовы. По хитеру у меня Ну, не ошибка? по хитеру, по системе HTC, это система, ну, стандартные вот эти люверсы передние. А, в бампере, да. 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 И тогда еще с Владом смотрели, они работают, а ошибку все равно пишут. А, ну, блядь, у всех. Так что все нормалек? Ну, блядь, это какой-то программный глюк видно у них. В общем, ждем, что мы должны дождаться? Ну, по идее, оно должно поставить вот. А, уже переустанавливаем, да? Ну, оно выполняет запрос, но оно не пошло. Оно, черный экран должно быть и должен пройти. Полчаса. Нет, оно не пошло. Оно запрашивает у машины, чтобы обновить ПО. Но оно, действие еще не пошло. А, Действие- еще. Да. Мы ждем. Да. Ждем. Либо потом пересбросишь питание. Как вариант. Потому что обычно оно быстрее всё, у всех лезло. Уже вот нажало, оно пошло обновляться. Так, хлопці. Андрюха помог. Велике дякую. В общем, скинули мы клемму аккумулятора, скинули чеку. 5 минут машина покурила. Поставили опять на загрузку через редеплой. И, в общем, у нас, во-первых, оно пошло. И, во-вторых, вот это на эти четверки. А у меня была единичка в конце. Ну, в общем, ждем мы. И вот все-таки смотрите, экранчики какие. То, что я вам и говорил. В общем, на мастер-сервисе получилось у них по экранам. Есть обменный фонд. Звоните, договаривайтесь и меняйте эти текущие экраны.